Вот я и на месте. Марокко, город Фес. Завтра будут технические и административные проверки. Моя функция здесь для того, чтобы оказать парням, с которыми я поеду на Дакар, техническую такую поддержку. Будем крутить машины, будем настраивать ее так, чтобы ехать хорошо Дакар. Русские ребята приехали. Сергей Корякин. Надеемся, выиграет эту гонку. И вот South Racing Team. Здесь я буду обитать последнюю неделю, жить с машиной, работать над ней. Вот она машинка. Ребята уже колдуют над ней. Но я знаю свою техническую работу и делаю все для того, чтобы изучить этот автомобиль уже к Дакару. Я понимаю прекрасно, что в грузовом автомобиле, как он работает, какие настройки и вообще как замена агрегатики. Для меня это такая игрушечная пока машина кажется, но буду разбираться, буду стараться сделать все, чтобы эта машинка доехала до финиша. Я хочу представить свою команду и свою группу, с которой еду на Дакар 2020 в Саудовскую Аравию. Меня пригласили в команду и возглавить один из экипажей этой группы. Команда Forest Town. Мои друзья Илья и Антон. Это их автомобиль, но на Дакаре будет два таких автомобиля, один из которых буду пилотировать я. Наша задача ехать одной группой от старта до финиша и сделать этот Дакар. Я собирался ехать на квадроцикле, но пришло время, когда стало что-то непонятно с квадроциклами и стало очень трудно. Но я готов был к этому бою, но здесь вот пришли Илья и Антон и сказали: у нас будет две машины на Дакар, собирайся и поедешь с нами. Отказаться я не мог, потому как мы уже давно вместе в каких-то проектах задействованы. Мы здесь собрали огромный опыт, перфекционизм и огромный опыт в бизнесе. И также умение принимать, скажу про себя, быстрые спонтанные решения в моменте. И я думаю, что объединив все это, мы получим хороший результат. Во всяком случае, в других командах мы пока что этого не увидели, в других коммерческих командах. Такие результаты, я считаю, возможны только в частной команде, где ты работаешь и создаешь сначала сам для себя. Это будет первая команда из Андорры, реально самостоятельная команда, которую мы будем сами делать полностью на свои возможности. Будем представлять страну Андорру. Вот. И у нас все должно быть исключительно хорошо сделано. Вот такой у нас подход, как и всем бизнесам. Поэтому у нас цель доехать, и мы доедем. И не менее важная и самая главная персона в нашем экипаже – это Рикардо Талрачи. Я его знаю уже несколько лет, он сидел в другом грузовике, мы были в Ивеко команде, он ехал с Фредерико Вилагро и с Адриано Якопини, это механик и навигатор. Вот. Мы всегда конкурировали, где-то я их прикрывал, но мы были одна команда у Дероя Тим на Ивеко. Сейчас мы в одном экипаже в автомобиле. Это самый надежный штурман, самый лучший копайлот, самый лучший механик и вообще специалист по всем техническим решениям, которые только могут быть. Hola, amigo. Hola, papá. ¿Cómo estás? Папа. Hola, papá. Да, так как он меня младший, и он меня называет папа, потому что я за него беспокоюсь, забочусь, как за маленьким ребеночком. Чтобы он вовремя покушал, вовремя спать лег. Да? Hola, español. Hola, Papá. Папа. Igual. Okay. Estoy muy contento de estar con vos, con el equipo y de que corramos este Dakar juntos. Para mí es un orgullo estar en esa cabina con vos. 15 días de carrera, más en Arabia Saudita, que es algo nuevo para mí. Así que nada, con muchas ganas de terminar el Dakar, más con un amigo que nos va a acompañar, que es Juan Manuel Vasco, que es un crack de la mecánica. Así que orgulloso y dispuesto a dar lo mejor para terminar este Dakar. Экипаж обязательно должен быть и самостоятельными механиками. Те, кто едут в руле, кто едет кто в кабине, штурман и пилот, это и есть два механика. И любая поломка, которая может случиться на спецучастке, она должна моментально, максимально быстро быть устранена. Запасные части, замотанные сюда, это задний, мы его называем жирафом. В основном, что можно потерять на спецучастке, это рулевые, это не рулевые, но это тяги подвинивающие, это привод, ремень вариатора. Вряд ли что-то будет с мотором, но если с мотором что-то случится, его восстановить будет на спецучастке бесполезно. Тянуть только другой машиной, либо это сход. Ну, будем надеяться, что
мотор в порядке. Ve cómo está. Te quema la correa eso. Это типа сожгет ремень, как он говорит. Ага. Mira. Ну, вещь сильно бэушная, да, конечно. Ехать на ней и это где-то остановиться на участке, а потом скажут, что сам сломал. Сейчас машина арендованная, и все эти вещи, конечно, на арендованной машине, они... Look this. А, он уже изношенный вот эти же. It should be always under the bed. Yes, on the touch. Yes. У этого парня мелочи не пролезут. It's the first day. We didn't start the race yet. We just need to be in the same page and be clear that we can have a easy race. Okay? So I'm going to give you a new belt and 2 new CVTs. Yes. Okay? We will fix myself. В этой машине вариатор стоит и работает сцепление. При таких нагрузках стандартные не выдерживают. Но мы смотрим, что происходит. Они уже переделаны и довольно изношенные эти детали. Да, понятно, машина арендованная, понятно, что клиентская и так далее, но эти детали уже на последнем издохе. Как я понимаю технику, то мы просто можем где-то остановиться на спецучастке из-за того, что просто выйдет из строя. Сначала ремень, а потом именно вот этот блок сцепления. Поэтому просим, чтобы нам заменили на новый, на нашу ответственность. Just for us to understand, we like you guys to be responsible for the car as well. Maybe we draw, you can reach an agreement. You guys do the back, I do the front, and your guys are responsible for the back or the front. Because we're buying 2 cars, we need to know the cars for the race. And we're not doing it to rent, we do it for ourselves. Yeah. We have to be sure about that. Наш главный механик сказал, что это уже поюзанная в песках деталь, и мы можем не доехать в гонку. Артур, что говорит? Артур поддерживает нас. Здесь лучше ехать на новом стандартном, чем на юзанном, модифицированном подгоночном и уже замученном. Насколько он будет лучше ехать? Но если бы это тебе сделали и поставили, он уже замученный уже. Сейчас смотрим, пришлось коробку поменять, ремень наоборот стоял. В общем, все мелочи, которые всегда раздражают в командах. Ну, поэтому мы решили свою создавать, в принципе. Любая клиентская машина, у нее есть куча таких маленьких недочетов, маленьких проблем. Сейчас ребята выехали, терротрип не работает. Я уверен, дальше поедет, еще что-то будет не работать. Но это для того делается там пару дней до гонки, для того, чтобы утрясти машину, приготовить ее в ту кондицию, которая нужна. Не надо надеяться, что мы заплатили, а механики сейчас все нам должны делать. Они не сделают. Здесь этот процесс должен сам контролировать и делать сам. Механик тебе только в помощь. Ну, к сожалению, такая реальность. А кто-то считает, что я заплатил, я взял машину в аренду, она должна быть так, как им это мне нужно. Нет, у них есть свой стандарт, а уже от этого стандарта ты себе улучшаешь или ухудшаешь на свое усмотрение. Выбрано специальное место, где делают, называется это дело шейкдаун. Это перед гонкой проверка автомобиля. Нужно его утрясти, подкорректировать, поднастроить кому что надо. Выделяется специальная трасса, она перекрывается полицией. Там стоят милиционеры, никого не пускают, чтобы не было встречной никакого движения. И сев в ту сторону через прыжки, через кашкарник, извилистые змейки, грунты, видите, какие сложные. Здесь камни, каменисто. Мягкая сильно. Да, подвеска слишком. Не потому что мы едем без всего. Да, слишком мягкая. Я сделаю чуть-чуть жестче, ну, следующую ступень. Главное, чтобы было ровное сжатие правильное и на большая скорость отбоя. Dos, zero, siete.
Мы сейчас делаем машину жесткой. Слишком мягкая, слишком валкая. Сейчас зажмем немножко подвеску, перестроим хода. Сделаем, чтобы пружина всегда была в напряжении, в жестком. Ну и немножко с настройками побалуемся. Ну вот здесь уже становится все понятно. Понимаешь, да? Да. Совсем другая песня. Молодцы. Поймали настройки. Когда пилот рад, это самое главное. Он ощущает машину. Теперь останется время адаптироваться к этой машине и дубасить, дубасить, дубасить.